Леша, бери ту камеру свою. Гости скучают. Так, дети, Славик, Никитка, идите сюда. Мам, мы играем, мам. Все. Мам, 5 минут. Вы сейчас там все глаза посадите? Мам, сейчас мы доиграем, мам. Славик, идите сюда. Идите, покажите гостям, мы с вами неделю готовили, репетировали, учили. Давай. Все, потом поиграете. Слава, неудобно. Я стесняюсь. Сказка про серого волка и Ивана Царевича. Жил да был Иван-царевич. Добрый, знатный королевич. Тихий, скромный был немножко. Кликали его Мипошкой. Услыхал он как-то раз с дальних берегов рассказ. Чтобы царству жить не худо, нужно золотое блюдо. Снарядившись в ту же ночь, поскакал из дома прочь. Сутки скачет, двое бродит. Тут из леса волк выходит. «Далеко же ты забрался, раз со мною повстречался?» «Да, я волк, и Дима вроде, главный по лесам и доте». «Нужно мне, мой серый друг, землю обогнуть вокруг и найти себе для царства удивительный сундук. В нем лежит одна вещица. Ни иголка, ни жар-птица, ни ковер, ни чудо-юдо, расписное златом блюдо». Что ж, мудреная задача. Для нее нужна удача. И не эти ваши кони. Доберемся на драконе. Мимо острова Буяна серый волк с царем Иваном, огибая сотни мест, прилетают в Бухарест. Тяжела была дорожка, прикорнуть решил Мипошка. И пока храпел Иван, Дима разработал план. Чуть лучи коснулись града, выдвигаться было надо, ведь тарелку ту желал всяк царевич и вассал. Обогнал Иван датчан и заморских англичан, только волк запропастился, лишь под утро появился. И на финишной прямой обошел Иван стрелой, как-то сам не понимая, императора Китая. Оказалось, что до ночи волк старался, что есть мочи, дабы выпить воду всю, чтоб не вымылся к Синкью. Вот оно, случилось чудо! Забирает Ваня блюдо и везет его домой. Волка он берет с собой. Не спеши пока, Иван. В мире очень много стран. В них тарелки, кубки, чаши. Скоро тоже будут наши. Константин Георгиевич, подождите пока хлопать. Никитка. Что? К елочке давай. Ну, Слава выступил уже, теперь твоя очередь. Давай. Никита. Я не хочу. Сына, давай. Ну, все хорошо же было. Мы вчера с тобой повторяли. Давай. Сказка про Емелю. Жил Емеля, он же Влад, не видав ни бед, ни злат. Скромно, да не так, ни сяк, проще говоря, босяк. Час обеда, вот беда, в доме только лебеда. Стало быть, пошел Емеля клянчить рыбу у пруда. По прошествии полудня был Емеля рад хоть студню. Час сидел и два сидел, на пруду заледенел. Вдруг вода пошла кругами, прорубь вся рябит волнами, и оттуда прямо в руки ловит наш Емеля щуку. На нее рыбак глядит, рыба на него кричит: «Ты дурак, верни где было, сейчас от щуку всех гастрит! Ты не ешь меня, балда, я же рыба хоть куда!» Выполняю 3 желания, без ущерба и вреда. Так и быть, с урчащим брюхом шепчет рыбе он на ухо: «По глайдера велению, по моему хотению, мне нужна резная печь. На нее чтоб можно лечь и поехать вместе на печи, как в кресле». Щука стукнулась об лед. Вот их печь уже везет не в Дубай, не в Ниццу, прямиком в столицу. Молвит щука наконец: «Чем еще помочь, юнец? А теперь хочу я славы и хоромы, как дворец». Щука стукнула хвостом. Вдруг Емеля за столом обыграть всех в карты смог. Обустроил уголок. Позабыты все страдания. Тайминг 3-го желания.
по глайдера велению, по моему хотению. У меня всего есть столько, только малость одинока. Ни невесту, ни прислугу. Я хотел бы только друга. Владик, что за чушь ты порешь? Я теперь твой главный кореш. Дав пятюню плавником, щука стала мужиком. Так они и жили-были. На Твиче стримы мутили. Рад был стар и рад был млад. Подпишись, кидай донат. О, Юрий, может быть, вам салатика? Я ее забуду, ты понимаешь? Так, подождите. Слова! Отстань от него. Так я рассказать скажу. Можно я еще одну, ма? Никиточка, сыночка, конечно, мы же слова. Ну расскажешь следующий. Что ты тоже? Давай, сынок. Сказка про дом. Вот дом, который построил Сансет. А это мужчина по имени Сава, который вложил усилий немало в дом, который построил Сансет. А это Кит Бомба. Кричит на немецком. Бывает порою достаточно резким с тем самым мужчиной по имени Сава, который вложил усилий немало в дом, который построил Сансет. А это мальчишка по имени Хика. Он время от времени любит хихикать с Кит-бомбой, который кричит на немецком и часто бывает достаточно резким с тем самым мужчиной по имени Сава, который вложил усилий немало в дом, который построил Сансет. А это ваншот. Заселился недавно. Теперь он леса зачищает исправно. Он дружит с мальчишкой по имени Хика, что время от времени любит хихикать с Кит-бомбой, который кричит на немецком и часто бывает достаточно резким с тем самым мужчиной по имени Сава, который вложил усилий немало в дом, который построил Сансет. Вот Врен, покинувший Филиппины. Случайно пикающий Карину ваншоту, что заселился недавно, теперь он леса зачищает исправно и дружит с мальчишкой по имени Хика, что время от времени любит хихикать с Кит-бомбой, который кричит на немецком и часто бывает достаточно резким с тем самым мужчиной по имени Сава, который вложил усилий немало в дом, который построил Сансет. Вот кубок, который несут ребята, который они обещали когда-то Врену, покинувшему Филиппины, случайно пикнувшему Карину, ваншоту, что заселился недавно. Теперь он леса зачищает исправно и дружит с мальчишкой по имени Хика, что время от времени любит хихикать с Кит-бомбой, который кричит на немецком и часто бывает достаточно резким с тем самым мужчиной по имени Сава, который вложил усилий немало в дом, который построил Сансет. да. А давайте, может, выпьем? А давайте. Дядя Юр, наливай. Знаете, я тоже не откажусь. Анечка, давайте свой бокальчик. Юра, тебе бы только выпить. Мальчики, давайте, продолжайте, мои хорошие. Сказка про благородного разбойника. Хранят деревья в Шервудском лесу сонет про благородную лису. Да не лису, а лиса. А ты, Никита, шел бы за кулисы. Так вот, лиса, точнее лис, все верно. Вы слышали про Робина, наверное. Разбойник, плут и редкостный проказник. О нем пойдет наш маленький рассказик. В его строю ходили смельчаки, что с блеском обчищали кошельки. В лесу однажды местный богатей созвал турнир для всяческих зверей. В награду объявил прощение всех долгов. На тот турнир сбежались сотни бедняков. Лорд Ястреб, многократно пойманный на взятках, был лучшим в попадании в десятку. Тягаться с ним не стоило свечей, ведь мечи ястреба не сыщешь ты зверей. Но вот герой, возникший наяву, на всех парах отводит тетиву, стрела стрелу пронзает в схватке честной, поставив злого ястреба на место. Не знал никто из шервудских зверей, что Робин Гуд вообще-то был Сергей из рода кицунов, старейшего в Британии. Такое вот для знати наказание.
подняв над головой столь значимый трофей, внезапно отказался от награды. Пусть будет праздник всех лесных зверей. Все, кроме ястреба, конечно, были рады. Гулял весь лес, а чаще до опушки. Из-под кустов торчали чьи-то ушки. Кричал истошно суслик камердинер: «Они стащили даже чикен-динер!» Леша, ты что там уснул? Колбаски поешь. Ну, я, наверное, пойду. Новый год через 5 минут, а я на кафедру еще завтра. Константин Георгиевич, но у меня еще одна сказка есть. Вы останетесь чуть-чуть еще? Послушайте, пожалуйста. Сказка про богатырей. Расскажу вам, люди добрые, сказания про великого, про известного на всю округу добромолодца. Молодца, да силой богатырскою, да из кургана родом Светлогорода. Жил он много лет на точке родненькой. Точка та звалась Плентом Зазнобушкой. Леонид лежал себе на ящиках, спал, да сторожил родну земелюшку. 20 лет лежал и еще 3 годушки. Но пришли, как на беду, времена чернющие. Надвигался супостат, да на плент его, да желая подорвать родну землюшку. «Уходи-ка ты, вражина, с моего плента, а не то познаешь силу богатырскую. Эту землю защищает вся дружина моя. Там таких же, как и я, еще 4. Испугался ворог биться с Леонидом-то, а узнав, что за спиною его мощную есть Данила молодец, Мирославушка, да Борис, да Дмитрий ясный сокол свет, убежали все с плента, не оглядываясь. А вы чего не хлопаете? Если понравились наши сказки, то вы хотя бы лайк поставьте. Друзья, от всего коллектива Team Spirit мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Болейте за Team Spirit!